В Саратовской области, в городе Балаково, тигрица принесла людям двух маленьких тигрят. Местные мужчины поняли, что, видимо, у тигрицы нет молока, чтобы кормить малышей, и она оставила их на попечение людей. К ним подошел лесник Федорович, к которому обратились жители, и решил забрать тигрят к себе, так как его немецкая овчарка Джина недавно родила щенков и могла выкормить малышей своим молоком. Федорович забрал тигрят домой, где его встретили жена Настасья и сын Коля. Представив тигрят своим близким, Николай положил их рядом с Джиной, которая быстро приняла их и начала облизывать. Тигрята, найдя соски, с удовольствием начали сосать молочко. Их приключения с интересом наблюдал маленький Коля, который раньше такого не видел. Со временем тигрята начали меняться, их окраска стала ярче, маленькие ушки на голове начали торчать. Они отличались своей силой и смелостью, часто играли с щенками, но иногда проявляли свои хищнические инстинкты, охотясь на мышей. Прошел год, и тигрята подросли. Они играли со щенками, но постепенно начали изображать охоту, и однажды сын заметил, как тигренок поймал мышь и съел. Коля спросил у отца: «Папа, а что тигрята ловят мышей на еду?» И не только когда голодные, они ловят мелкую дичь покушать, не брезгуют рыбкой поесть и закусить разными плодами. Поэтому надо подумать, куда их определить, пока они не убежали в лес, искать свою территорию. Не забывай, что это звери. Так тигрята наших поросят, кур съедят, сказал сын. Верно, сынок, поэтому буду договариваться, чтобы их поместили в заповедник, так как они уже повзрослели. А держать их в неволе мне не хочется, ответил отец. Коля всегда играл с тигрятами, и они, увидев его, бежали за ним вместе со щенками, считая его спасителем. Мальчик давал им лакомство, кусочки мяса. Они с удовольствием поедали их и просили еще. Тигрята прожили у нас около 2 лет, превратившись в грациозных красавцев молодых тигров. Коле не хотелось их отпускать, он привык общаться с ними, но понимал, что им нужна свобода, и пришло время расставаться. Вскоре подъехала машина из зоопарка с клеткой, куда аккуратно поместили молодых тигров и повезли их на свободу. Там у них началась новая жизнь в более естественных условиях. Для Коли расставание с тигрятами было непростым. Он много времени провел с ними, ухаживая и играя, и они стали для него почти как семья. Но он знал, что это было правильное решение. Тигрята быстро адаптировались к новому окружению в зоопарке. Они продолжали расти и развиваться, становясь все более величественными и сильными. Посетители зоопарка с восхищением наблюдали за ними, не подозревая о их необычной истории воспитания. Коля часто вспоминал своих пушистых друзей и гордился временем, проведенным с ними. Этот опыт навсегда остался в его сердце, напоминая о том, что доброта и забота могут пересекать границы видов и создавать невероятные связи.